Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи аналитик Александр Ланецкий. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, есть множество, скажем так, очень важных и глобальных тем, которые я хотел бы обсудить, но начать я предлагаю все-таки с вот этого шага Путина, который демонстрирует договор Стамбульский, который, как утверждает Путин, парафирован в марте 22 года, и там прям как бы все сейчас снимают, да, вот это фотографируют, потом перекладывают, сколько как бы Украина согласилась, должно было быть у нее техники, вот это не вступление в НАТО, вот эти условия. Зачем он это делает именно сейчас, как вам кажется? Подтвердить, что мы тут с вами не занимаемся конспирологией и не выдумываем, а все есть на самом деле. Ну, наверное, это главная его задача. А все остальное, ну, м, он, наверное, пробует найти в странах, ну, смотрите, большие, сильные страны, хищники, там, капиталистическое ядро, оно последние 500 лет обманывало туземцев разными способами, там, обменивая остров Манхэттен на 8 ружей и так далее, и так далее, то в очередной раз Путин выставил себя, ну, то есть, с одной стороны, наверное, он пробовал показать африканским лидерам, что вот, смотрите, я такой же, как вы, меня так же само обманывают эти белые негодяи, как и вас, хоть я такой же белый, как они. То есть мы с вами одной крови. На самом деле, я думаю, нигде в мире не любят слабаков. Особенно в политике, особенно в третьем мире, где культ сильного. И если до этого Путин там 20 лет культивировал вот такого мачо, который с голой грудью мог на медведя пойти и так далее. Кстати, Демин-то и сделал свою карьеру, спася на охоте Путина от медведя, по легенде. Это Тульский или Тульский, по-моему, сейчас это губернатор. Это тот человек, который Ельцина когда-то с пулеметом, ручным пулеметом охранял на, этой самой, в аэропорту. То или Черномырдина, ну, неважно. В принципе, все это не важно. Важно то, что вот он 20 лет культивировал культ мачо, а сейчас показал, что его обманывают. Обманывают слабых. Безнаказанно обманывают слабых. И самое плохое, что нация или страна может культивировать, кстати, через это прошла Украина, это страна-жертва. Там, кто бы что ни говорил, Голодомор сделал, культ Голодомора сделал очень плохое для Украины и в целом для Украины на внешнем факторе. Россия и напала на Украину, потому что считала, что Украина слабая страна. И культ Голодомора очень к этому образу приложился. Сейчас по этому же пути пошел Путин. Но это путь никуда, это путь в развал. Ну, то есть Путин продемонстрировал свою слабость, что его обманули. Конечно же. То, что его обманули, мы с вами на этом канале говорим, ну, уже год. Во всяком случае, я это говорю, и не один я у вас это говорил. И не только у вас. Ну, то есть, и это, в этом нету ничего нового. До этого его, как он рассказывает, ну, и как, не только он, как Меркель рассказывает, обманули с Минскими соглашениями и так далее, и так далее. Ну да, слабых обманывают, глупых обманывают. Как там у Пушкина, меня обманывать несложно, я сам обманываться рад. Ну, если он сам рад обманываться, его и будут обманывать. Насколько тогда вот эти его, ну, фортели бьют по власти в Украине, как вам кажется? Не на капли. Смотрите, легитимизация власти Украины состоит на двух составляющих. На поддержке народа, пока есть эта поддержка, хотя бы активной части народа. И на западной поддержке. Все. А вообще легитимизация всей власти в бывшем Советском Союзе стоит на поддержке, на Вашингтонском консенсусе, на поддержке из Вашингтона. Это не есть какая-то конспирология, это есть абсолютно, ну, это как, знаете, сейчас лето, и я вам возьму и стану говорить. Самая большая конспирологическая теория, которую учат в наших краях детей с детства, это сказка о трех поросят. Было два веселых, умных, здравых поросенка и один повернутый конспиролог, который рассказывал про какого-то волка, про какую-то зиму и все такое прочее. Ну так вот, и тут же самое. Сейчас можно выходить на улицу, смотреть, какая жара, и радоваться этому. А придет кто-то и скажет: постройте дом, заготовьте дров, сало замаринуйте и так далее, накоптите там шинку и так далее. Что вы будете есть зимой?
Ну, там ему, ты чё? Зимы не бывает, зиму это придумали конспирологи. Так и тут. Ну, то есть, наша вся власть, вся постсоветская, она держится на том, что ее признает Запад. Кроме там, может быть, единственного Лукашенко, хотя и с ним есть определенные нюансы. Все остальные, кого перестает признавать Запад, они очень быстро, кто за 3 дня, кто за полгода теряют эту власть. Александр, Блинкен сегодня отправляется в Китай, он уже там, и есть ряд встреч, очень, как бы, ну вот, слово конспирология, да, у нас сегодня в обиходе в нашей с вами беседе. Очень много разных данных о том, что непонятен визит, программа встреч, какая-то вообще странная встреча, странный полет, потому что с кем конкретно будет встречаться Блинкен, непонятно. Вроде бы как с Си Цзиньпином должен встретиться, но у Си Цзиньпина до этого был Билл Гейтс, да и Маск приезжал в Китай. То есть складывается такое абсолютно неясное, да, как бы неясное понимание, что там конкретно будет обсуждаться. И, конечно, перчику добавляет сам характер визита, который был отменен из-за полета воздушного шара. Ну, в общем, и других там, да, заявлений вот этих, когда Байден пытался дозвониться Си Цзиньпину, тот не брал трубку. В общем, как бы целый шлейф, да, предыстории, связанных с этим, ну, таким полутайным, что ли, визитом, ну, я имею в виду конкретно по характеру подробностей. Понятно, что из Украины на этот визит смотрят и ждут, ну, каких-то обсуждений именно украинского вопроса, вопроса украинской войны здесь, в Украине, который развязали россияне. Что в этом конкретном случае может подтвердиться? И как вам кажется, вот этот визит Блинкена, это вот такая, ну, оттепель определенная, начнут договариваться? Смотрите, Соединенные Штаты и Китай – это очень большие торговые агенты. Ну, то есть для обоих стран торговля между ними, она очень-очень важна. Ну, то есть и для Соединенных Штатов Китай поставщик там, ну, от четверти, ну, пусть четверть товаров, которые поставляются в Соединенные Штаты, это Китай. На деле, наверное, больше. И для, соответственно, Китая тоже Соединенные Штаты это очень-очень большой внешнеэкономический партнер. И для экспорта товаров, и для получения, ну, в меньшей степени сейчас технологий, инвестиций и так далее, и так далее. И инвестиции в первую очередь, ну, даже не инвестиции, а просто получение денег. И по-любому эти страны, пока не начнут войну, если они ее когда-нибудь начнут, они будут находиться в диалоге. Ну, то есть они, ну, так природой экономической сложилось, что они должны вести диалог. Кроме этого, есть очень большой пласт интересов. Ну, теперешняя правящая семья в Америке это очень хорошо продемонстрировала на своей истории. То есть, ну, своими коррупционными, полукоррупционными, лоббистическими связями. И в Китае, опять-таки, Китай это огромнейшая страна, у которой, с одной стороны, есть очень четкая политическая, ну, политический вектор, что они хотят, куда они идут и так далее. С другой стороны, есть очень широкий слой крупного бизнеса, государственного, окологосударственного бизнеса, у которого тоже есть свои интересы, и который тоже идет в определенных направлениях. И, допустим, визит таких разных бизнесменов, абсолютно разных, как Билла Гейтса и Илона Маска, он свидетельствует, что абсолютно разные группы американского бизнеса, крупного американского бизнеса, тоже заинтересованы в сотрудничестве с Китаем. Ну, то есть Билл Гейтс в последнее время это фарма, это прививки, это пандемия и прочее. Прочее. Не будем вдаваться в конспирологию, но напомним, что она началась в Китае.
Китае продолжалась дольше всего, и китайское правительство больше всего преуспело в контроле за населением. То есть пандемия, чем бы она ни была, она обернулась самым большим и самым жестким экспериментом по контролю над своим населением. Ну, сейчас во время войны, может быть, в Украине большинство людей забыло, как это было, но, и опять-таки, в Украине оно было достаточно либерально. А в других странах, что в Китае, что в Москве, что в Пекине, ой, что в Пекине, что в Праге или во Франции, людям просто запрещали выходить на улицу. Не то, что за пределы своего квартала, на улицу. А тех, кто выходил, били дубинками по голове. В Москве в меньшей степени, в Праге в большей степени. И, а больше всего в этом контроле достиг Китай. То есть Биллу Гейтсу есть о чем поговорить со своими китайскими партнерами. С другой стороны, Илон Маск – это человек, который развивает производство в разных, ну, разных направлениях, от машин до тех самых, до ракет. И ему тоже есть о чем поговорить в Китае. Китай один из крупнейших рынков, и Китай один из крупнейших конкурентов. И как бы, опять-таки, у всех этих групп есть разное видение будущего развития взаимоотношений с Китаем. Но в любом случае, ну, политэкономия говорит о том, мы видим максимальную монополизацию рынка, ну, то есть, ну, самое простое, там, Samsung, iPhone, Huawei, э, какой-нибудь Google и Байда, ну, китайский поисковик и так далее, и так далее. То есть жесточайшая монополизация, и когда некуда дальше монополиям развиваться, они сталкиваются между собой в попытке поделить мир. Это запрограммированная война. И с другой стороны, как мне кажется, пока ни Соединенные Штаты, ни Китай не готовы к прямому столкновению. И, ну, и опять-таки, если говорить прямо сейчас, то Соединенные Штаты, мне кажется, готовы к столкновению на порядок больше, чем Китай. Ну, с другой стороны, война между Россией и Украиной показала, что все размышления о том, кто сильнее и кто лучше готов, она может спотыкнуться о жесткую реальность. То, ну, и смотрите, Советский Союз и Соединенные Штаты, сколько они там, получается, 55 лет, да, жили во время Холодной войны. Практически все время Соединенные Штаты были более, ну, западный блок был более сильный, чем советский блок. Хотя были моменты в конце 40-х, в начале 70-х, когда советский блок явно был сильнее морально. Ну, то есть было очень четкое понимание на Западе, что если война случится прямо сейчас, то низы, ну, рабочие, да и средний класс могут, ну, в 40-х не было среднего класса, ну, то есть низы рабочие просто не поддержат Запад, и в лучшем случае, если не восстанут, то не пойдут воевать с коммунистами. И тогда было принято другое решение задушить в объятиях. Ну, то есть не в 70-е годы дали огромные кредиты советскому блоку. Ну, всему третьему миру, не то советскому, и второму, и третьему миру. Кредиты под 1,5-2%. То, что сейчас забывают. Ну, то есть, почему Советский Союз надорвался экономически? Сейчас мы не говорим про политический, не говорим про заговор номенклатуры, КГБ и так далее, и так далее. Давайте просто рассмотрим экономику. В 70-е годы на волне подъема цен на нефть Запад получил огромное количество, западные банки получили огромное количество денег от вкладов от арабских шейхов. Ну, арабам просто не было куда на родине вкладывать. Потом уже появился Дубай и так далее, всякие гиперпроекты. А изначально была просто масса денег. Массу денег влили в западные банки стали эту наличность давать на кредиты. Ставка ФРС была в 1978 году, насколько я помню, 1,8 или даже 1,5%. И на этом фоне что Советский Союз, что Нигерия, что Венесуэла, что просто латиноамериканские страны, африканские набрали огромное количество кредитов. Но больше всего кредитов брал Советский Союз, страны, которые производили нефть, и их союзники. Ну, то есть Советский Союз и, допустим, весь советский блок. Набрали огромные кредиты, за эти кредиты настроили то, что называется брежневки, наделали «Жигулей», а самое главное, настроили заводов. Тольятти Азот, Мажейку Нафта,
КАМАЗ, ну, то есть там целую массу заводов. А в 1982 году, спустя 4 года, ставка выросла до 22,5%. Это пик был. Ну, то есть с 1,5 до 22,5. Что это значит? Допустим, Румыния стала только на обслуживание внешнего долга. В 1982 году румынам надо было выплачивать больше, чем у них был весь доход от внешней торговли. И это просто подорвало советский блок. Ну, то есть это привело к революции и к военному перевороту, ну, революции солидарности и военному перевороту в Польше. Это привело к тому, что румыны мясо в магазинах видели 4 раза в год. Потому что Чаушеску послал все, чтобы выплатить внешние долги. И то же самое Советский Союз. И, кстати, поляки тогда пришли к советскому руководству. Ну, то есть в 70-е годы был такой анекдот, я, может, у вас уже его рассказывал, когда Рабинович приходит вложить 100 злотых в банк польский, как государственный коммерческий банк. И говорит, вот я тут накопил 100 злотых, хочу открыть вклад, но я очень боюсь, что вы обанкротитесь. То есть они говорят, ну как вы так можете бояться? Мы же банк, мы государственный банк. А вот что, если вдруг все-таки обанкротитесь, что будет? Ну тогда Народный банк Польши это покроет. А что, если Народный банк Польши обанкротится? Ну, мы же члены Советского блока, тогда Советский Союз это покроет. А если Советский Союз обанкротится? И вам что, жалко на это 100 злотых? И вот эта ситуация случилась. Вот эта ситуация случилась в начале 80-х, и поляки пришли в Москву, и было предложение, ну, то есть, это не только поляки, это и поляки, и фашисты из Аргентины, и так далее. То есть, война в Аргентине тоже, Аргентина и Великобритания тоже началась поэтому. Ну, то есть, им нужно было два. Маленькая победоносная война и повод не платить кредитов. И пришли с таким, что Советский Союз, защитите нас. Нас капиталисты, буржуи обманули. Мы взяли под копейки, ну, под копеечные кредиты, а теперь они с нас снимают последнюю рубашку. У вас атомная бомба, давайте скажите, что мы так не договаривались. Но советская элита уже была под другое. Она не была заинтересована в том, чтобы ссориться с Западом. Она была заинтересована в том, чтобы приватизировать страну и сесть с Западом за один стол. Ну, у дураков это получилось наполовину. То есть приватизировать страну получилось, а за один стол их не пустили. А сейчас отберут все, что они приватизировали. Так вот, если вернуться, мы сейчас находимся примерно, к чему я это все вспомнил, мы сейчас находимся примерно в той же ситуации. Еще года полтора назад процентные ставки были минусовые. Сейчас они уже там 4,5-5%. И если они подымутся еще сильнее, то, опять-таки, что случилось в 80-е годы? Не только советский блок обанкротился, первым обанкротилась вся Латинская Америка, вся Африка. Ну, такая страна, как Сомали, перестала существовать и не существует до сих пор. Ну, то есть весь третий мир, третий и второй, пошел в трам-тарары, кроме Китая. Китай был слишком бедный, у него не было никаких кредитов, его в 70-е годы никто не кредитовал, и он на этой волне, когда все упали в пропасть, он пошел вверх, ну, то есть американцы его подтянули к себе, и он пошел вверх. Так вот, сейчас мы находимся, с одной стороны, с политэкономической ситуации, примерно в той ситуации, в которой в конце 70-х годов оказался весь мир. И если процентные ставки поползут еще вверх, то весь третий, второй мир ждет абсолютная катастрофа. Теперь второе, вот я вспомнил Китай. Зачем американцы подтянули Китай в 70-е годы к себе, чтобы иметь второй фронт против Советского Союза? И у них это получилось. И сейчас, я уже тоже много раз говорил, Россия зачем нужна Соединенным Штатам? Одно из двух. Она либо должна стать вторым фронтом, северным фронтом, возможно, даже основным против Китая, кто будет давить на Китай, как бы это смешно ни звучало. Ну, может, кому-то смешно было, что Украина будет сопротивляться против России. Ну, вот завалили Украину оружием, и русские не могут сделать ничего. А теперь представьте, как бы оно крамольно не звучало, ту же самую ситуацию, только уже Россия в интересах Соединенных Штатов воюет против Китая и завалят ее оружие. Или второй вопрос, так не достанься же ты никому. То есть Россия ни в коем случае не должна стать сырьевым тылом для Китая. И ее тогда надо просто развалить, поставить под полный контроль. Все.
А все переговоры, которые ведутся в Китае, ну, они нормальные. То есть, опять-таки, Сталин и Гитлер продолжали переговоры до мая месяца как минимум, а торговлю до 21 июня. В ночь на 22 еще эшелоны с зерном отправлялись в Германию, и как бы ничего. Александра, но смотрите, модель понятна. И вы неоднократно, ну, нам и моим подписчикам, и здесь, в эфире, и в других эфирах, вы ее раскладывали. Но такое ощущение складывается, что что-то вот идет не по плану. Не по, точнее, даже не по этому плану. Потому что, с одной стороны, вот новость, которая всех сегодня так, ну, взбодрила, один из банков китайских отказался переводить юани, евро, доллары в Европу, там, на Запад, через, ну, из России. То есть была какая схема? Из России можно было через китайский банк, ну, чего-то куда-то отправить, за что-то проплатить, и, ну, такая схема обхода. Сегодня это невозможно, и как бы все удивляются, что происходит. И понятно, тут Блинкен в Китае. Не получается, исходя из того, что рвутся в БРИКС все, вот прям в очередь встали, да, вот Египет, там, Алжир, еще какие-то страны, прям целая очередь БРИКС. И с этим БРИКС связывают, ну, вот нечто новое, противостоящее Западу, в том числе и по поводу валютной условной гегемонии американского доллара. Ожидается, что в августе прям нечто должно произойти, и объявят о новой валюте, да и, собственно, доллар ослабеет, и вот эти ставки и кредиты, которые, ну, целью которых является обрушить экономики второго и третьего мира, могут, ну вот, неожиданным финтом выйти из-под этого прессинга. Ну и понятно, что как бы Россия тоже много заявлений по поводу БРИКС, но вместе с этим тоже очень странный момент. Все, конечно, обращают внимание там на заявление по поводу российско-украинской войны со слов Путина на том же Питерском международном экономическом форуме. Все, конечно, вот, прицельно вот смотрят, что сказал, как ответил. Но тут тебе неожиданно говорит, что да, мы не против долларовой системы. Путин говорит, мы не хотим, чтобы она разрушилась. Причем сразу находят публикации там 2008, по-моему, года, то есть, ну, вот несколько, там, 10 лет, 15 лет назад, где Путин прямо заявляет, что мы против долларовой системы в мире, мы будем дедоларизацию проводить и настаивать на этом процессе. Сейчас он заявляет обратное, хотя по факту мы видим, что все говорят о новой валюте и, ну, скажем так, вытеснении доллара определенном. Как-то вот если все так просто, ну, там, переманить Россию на сторону Запада, чтобы та воевала с Китаем, получается какой-то обратный эффект. Смотрите, давайте по полочкам коротко Да, на каждый вопрос. Начнем с тех стран, которые просятся в БРИКС и так далее. Конечно же, для очень многих стран, допустим, для Саудовской Аравии самый первый, ну, то есть люди как-то забывают, но устроенная Хиллари Клинтон арабская весна, она имела цель не просто Мубарака, самого прозападного лидера арабских стран свалить. Она имела цель совсем другую – раскуркулить Саудовскую Аравию, свалить правящий режим Саудовской Аравии. И саудовцы это очень четко поняли, после этого случился переворот, после этого подвинули, ну и после этого пришел молодой принц фактически править страной, да, при слабо дееспособном отце. И все эти страны, ну, там, что Египет, что Саудовская Аравия, что там некоторые латиноамериканские страны, они очень четко понимают, что если что, когда разберутся с большим, и надо будет раскуркуливать какого-то слабого, будет следующего, то раскуркулят их. Ну, то есть, что самое, на какую страну точно никогда не нападут? На бедную и сильную, на Северную Корею. Если вы на нее нападете, есть большой шанс получить в ответ и очень сильно пострадать. А если даже вы победите, то вам придется 27 миллионов, или там сколько их, 35, может, уже сейчас, кормить. И то же самое было про Украину. Украина считалась достаточно богатой
и слабой страной, со слабой армией, со слабой, ну, то есть 20 лет независимости никто в армию не вкладывал, а только распродавали активы. Вспомните «Оружейный барон» фильм, это ж не из пальца все высосано. И эти страны очень четко, ну, Саудовская Аравия, там, Египет, ну, их много таких стран, которые боятся, что с ними поступят, ну, несправедливо в их отношении. Теперь следующее, дедоларизация. Ну, возможно, кто-то не хочет повторить путь этого самого Каддафи, который после того, как заявил о дедоларизации, переходе на золотой динар, полгода не прошло, как у него в заднем проходе оказался лом. Ну, не лом, а черенок от лопаты. И говорят, что это произвело страшное впечатление на тогдашнего премьер-министра Путина. И он решил, что надо возвращаться, что может закончиться в канаве похожим образом. То третье, смотрите, весь российский бизнес, ну, львиная часть постсоветского бизнеса построена была на том, что, и построена до сих пор, мы поставляем сырье, получаем доллары и тратим эти доллары на Западе. В США, в Майами, в Нью-Йорке, в Калифорнии, в Ницце, Лондоне, в Куршавеле, везде там. Ну, начиная от того, что покупаем их, государство покупает их гособлигации, заканчивая тем, что покупаем виллы. Там, земляк ваш купил самый дорогой дом, как-то его не это самое, у потомков, да, короля Леопольда II и так далее, в Ницце. За 350 миллионов, когда Донецк бомбили и с обоих сторон превращали в ничто. Ну, то есть ничем их элита от такой же приватизационной украинской или там, не знаю, казахской не отличается. И эта элита российская, этот правящий класс, он до сих пор же там. Они до сих пор хотят, ну, то есть эти все разговоры о том, что мы им хотим дедоларизация, так ясное дело, у них активы на Западе все в долларах. Что значит активы в долларах? Это значит, что одним нажатием на кнопку их можно конфисковать. Вот сейчас играются в том, можно конфисковать или не можно. Вот Канада каким-то образом нашла возможность конфисковать Ан-100, ну, 124, Руслан, да? А вот европейцы, американцы как-то не находят. Вот есть такие какие-то законы 1917 года о военном положении, 1972 года о чрезвычайном военном положении, и они как-то не позволяют конфисковать. Но понятное дело, что пока есть игра, пока, ну то есть вы как морковку перед элитой держите, вот мы, а элите есть очень-очень много что терять, и самое первое образ жизни. Они все это затевали и 30 лет работы, как они там, гребли на галерах, как выразился Путин, не для того, чтобы жить на Валдае и в Сочи, а для того, чтобы жить в Куршавеле, ну, проводить время в Куршавеле, в Ницце и в Женеве. Так, И а воевать тогда зачем? Ну, это все как бы очевидные вещи. Ну так а зачем тогда война? потому что их дураков обманули. Потому что они воюют в интересах третьей страны. И это же Путин в открытую говорит. Нас обманули, нас обманули. Ну так он идиот. И такое единственное, к чему это может привести, к тому, что ему, ну то есть, смотрите, кому он это показывает, вот в моем понимании. Он это показывает, ну то есть, не африканцам, не украинцам, не американцам в очередной раз, что вы нас обманули. Он это показывает своему правящему классу, своей элите, к тому, что какие претензии ко мне? Вы говорите, да, там, как вопрос престолонаследия решается табакеркой в висок. Не надо меня убивать, это не я, это они. Это они нас всех обманули. И меня, и вас, и всех это самое. И меня сейчас снесете, поставите там, неважно, условного Дерибаски, Пригожина, там, Кадырова или там Чубайса. И вот так же самое обманут. Поэтому мы свои, я свой. Я все делаю как... Ну, то есть Путина зачем семья в 99-м, там, 2000 году, зачем его поставили? Его поставили соблюдать интересы вот этого вот олигархического кооператива и всего правящего класса постноменклатурного. И как мог, так и соблюдал. И сейчас он просто оправдывается перед этим классом, что я свой. Я свой во все эти самые. Я делаю все
А меня обманывают, там обманули, сам обманули. Им так же самого обманут вас. Вот для чего, ну, то есть, если мы опять-таки обратно возвращаемся, он просто пробует оправдаться, потому что он в первую очередь не оправдывает доверие своего правящего класса. Ну, то есть, мы уже много раз говорили, что простой россиянин жил и живет относительно не богат, ну, то есть ни в коем случае не бедно и не голодает. Вот это как не голодали, так и не голодают сейчас. И даже по сравнению с простым украинцем живут намного лучше, потому что в львиной части их не бомбят. То есть если мы не берем очень небольшой участок там, Белгородской области и там еще, то россияне вообще, для них война это где-то далеко и неправда. Примерно на таком же расстоянии, как война в Сомали, и в Сирии или там, не знаю, колумбийских повстанцев. Ну, очень далеко. Если у них сына или там хотя бы соседа не забрали в армию, не вернули в гробу, так это все очень далеко. Но для элиты российская элита это все больше и больше чувствует сама на себе. Раз. И во-вторых, надо отдать должное. Это абсолютно не конспирология. У элиты российской дети, жены, любовницы живут на Западе. И через такие связи на них достаточно легко надавить и манипулировать. И, ну, то есть, условного российского министра внук или сын где-нибудь в Париже, его арестовывает полиция, находит наркотики. И неважно, это его наркотики или эти наркотики образовались из ниоткуда. 5-6 лет в камере с неграми очень положительно решает вопрос о сотрудничестве и очень быстро и очень положительно. Ну, то есть может, и есть какие-то Штирлицы, или да, я вот не помню, как звали этого главного героя из «Мертвого сезона», который не сломался в тюрьме, но среди детей русской элиты я больше чем уверен, что ни одного такого не найдется, что они на любое сотрудничество пойдут в первый же час задержания. Ну так То смотрите, уже 1,5 года, да? Ну, даже больше это все происходит, и мы, ну, не видим ничего подобного. Мы только видим Пескова, который выходит и говорит, что, ну так, демилитаризация, задача выполнена. У Украины нет оружия, ну, своего. Украина теперь пользуется оружием Запада, то есть де-факто, ну, понятно, что Украина сопротивляется, сейчас идет наступление, вон, Пятихатки вроде как освободили, но опять-таки неподтвержденная информация. Но это же все западное оружие, а у Украины, получается, оружия нет. Поэтому мы вот одну задачу выполнили. Осталось там сколько еще? Денацификация, демилитаризация? Ну, смотрите, когда это говорит Песков, а вы сейчас повторяете, ну, у меня одно из двух. Они полные идиоты и считают, что те люди, которые их слушают, полные идиоты. Или они просто издеваются над своей пропагандой, над собой, ну, то есть, ну, э, Украина свое оружие, 80% своего оружия к 2014 году продала на белом и черном рынке. Ну, а чтобы это не так было видно, то регулярно раз в 2 года взрывались склады и все. И больше, чем какие-нибудь генералы, условно там, не знаю, чтобы никого не обидеть, Пидоренко назовем это самое, они, ну, то есть, отвечавшие за тыл. Больше никто там к 2014 году Украину не демилитаризировали. Сейчас Украина получила оружие, ну, то есть, ни одна задача, официально поставленная Путиным, не выполнена. С другой стороны, когда он говорит, что все идет по плану, то, может, нам не тот план озвучили, а может, план состоял совсем в другом. Украина и Россия поссорились, не поссорились, а он их поссорил, два народа, на 50-100 лет. Ну, то есть я гарантированно могу вам сказать, что те дети, которые сейчас, вот дети 7-10 лет, а то и 5, которые уже соображают, хорошо соображают, что происходит, вот там от 5 до 10 лет,
самые-самые такое малые, которые сейчас вынуждены прятаться в бомбоубежищах, вынуждены спать в ваннах, вынуждены учиться в метро или там спать на полу в метро, пройдет, дай бог им выжить, пройдет 70 лет, и они своим правнукам будут рассказывать, как они от клятых москалей прятались в подвалах. Я могу историю свою рассказать. Мне было лет 10, это позднесоветское время, и по телевизору показывают кубанский казачий хор. И вот, а я у бабушки. Включил телевизор, там вот после обеда делать нечего, телевизор, и ну, такое чисто это самое, казаки, там что-то они плясали, там, ну, там, с саблями что-то, это самое. А бабушка говорит, как я их ненавижу. Я, бабусь, почему? А она войну, она вообще из Одессы были, но они войну пережили, Воскресенск, по-моему, этот город, на Николаевщине называется, районный центр. И она говорит, у нас в Воскресенске не было практически немцев, это даже не немцы были, это румыны, не было практически румынов, а стояли власовцы, даже не власовцы, а вот эти вот казаки, перешедшие на сторону немцев, гарнизон нацистских казаков. И она говорит, я их ненавижу вот с детства, потому что они были сытые, наглые, агрессивные, ну и как это, нас гнобили. И вот так она была постарше, ей было, ну, наверное, в оккупации где-то 15-17 лет. А дети, ну, то есть это то, что сделал Путин по отношению не только к украинскому, но и к самому российскому народу, по отношению к так называемому русскому миру и так далее, и так далее. Это самое большое зло, которое только можно было придумать. И когда он, Лавров или Песков вылазят и говорят, что все идет по плану, то, дорогие россияне, которые смотрят, судя по комментариям в большом количестве этот канал, задумайтесь, не будьте идиотами. Какой это план? Какая это самая? Ну, то есть, куда ведет эта дорога и что? Но украинцам, ну, можно только посочувствовать. Украине до окончания плана еще придется потерпеть. И это будет, быстрее всего, не 1 год. Но как? Нил Фергюсон совсем о другом. Он описывал американские... Ну, то есть Нил Фергюсон — это очень-очень известный, влиятельный британский историк, который возглавляет один из институтов, обслуживающих Ми-6. Ну, то есть это совсем не последний, не конспиролог, не последний человек, не конспиролог, не там какой-нибудь дворовый. И он, описывая выборы в Соединенных Штатах, сравнил их с собачьими боями. Что есть собачьи бои, есть вот собаки, которые дерутся, есть люди, которые смотрят, есть люди, которые делают ставки, а есть те, кто организовывает все это. Ну так вот, мы на собачьих боях, к сожалению. Да, собачьи бои, конечно, формулировочка еще та. Но у меня возникает вопрос, ну, с точки зрения вот анализа ситуации. Мы вернемся еще к раскладу, когда там условно, ну, там Запад как бы перебрасывает или там забирает Россию на свою сторону и идет противостояние с Китаем. Это очень интригующий момент. Мы к этому вернемся немножко попозже. Но у меня вот возникает другой момент. В контексте войны в Украине. Смотрите, кого только могли, да, забрали и продолжают забирать на войну. То есть мы понимаем, что наступление вооруженных сил Украины, ну, тут не нужно, скажем так, это абсолютно не деморализаторство, так и есть. Это потери, идет наступление, Запад, как пишут западные издания, ну, торопит вооруженные силы Украины, говорит, что ну, нам нужно продемонстрировать успехи, и чтобы эти успехи демонстрировать, захватывать, ну, как или освобождать, да, но имеется в виду забирать назад какие-то стратегические по Салливану, да, территории, это все жертвы. Жертвы нуждаются в пополнении, то есть идет следующая и следующая волна мобилизации. А вот тут уже, ну, начинается, ну, такая, ну, совсем другая история. Внутриполитическая, внутриукраинская. Потому что
Ну, понятно, границы закрыты, никто их открывать не собирается для мужчин, да, для женщин с детьми, которые пытаются уехать. Плюс-минус сейчас есть стабилизация в каком смысле слова? То есть там, где ведутся боевые действия, люди оттуда стараются уезжать, а кто-то там пока может остается, перемещаются вглубь страны, а то и там на запад. Но мужское население, соответственно, все становится под ружье, а, социальная нестабильность как бы только будет нарастать ввиду этого. Деньги, которые дает Запад, перекрывать расходы, там, пенсии, бюджетные выплаты, они, конечно, это хорошо, но есть там условия определенные у западных партнеров. То есть, как долго это в принципе может с точки зрения внутриукраинского вопроса продолжаться? И здесь же тоже получается, ну, какая-то ставка, да, у Путина, у того же, которого все обманывали, на какую-то внутриукраинскую дестабилизацию или нет? С точки зрения Путина вы абсолютно правы. Они на это надеются с 2014 года. Ну, то есть они с 2014 года надеются на восстание, на то, что Украина развалится, причем именно на восстание. Ну, то есть я лично слышал от российских чиновников такое, что Украина восстанет и все это самое, голодные бунты и так далее, и так далее. Думаю, что это неправильно. Ну, то есть, опять-таки, может закончиться как в Первую мировую войну. То есть ждали, 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 и в конце концов это сама вся немецкая ставка на то, что в России случаются бунты, революция и развал, она, да, сработала, но ни капли не помогло Германии, потому что Германия и Австро-Венгрия стали вторыми. Пережили всего на 1,5 года. И закончили также плачевно. Ну, Австро-Венгрия вообще совсем плачевно, а Германия просто плачевно. И режим был смещен. То после Первой мировой войны, то да, такая ставка у Путина есть. Ну, что типа затяжная война, измотаем, измотаем и упадут это самое. Но такая ставка, она имела бы смысл только в том случае, если бы, как бы так правильно сказать, если бы украинский народ был субъектен и как-то влиял ну, то есть, если бы Решали украинцы. не просто украинцы, ну, то есть, смотрите, там, правительство, вне зависимости от национальности, оно тоже украинское. Но мы сейчас говорим про народ. Денег правительству хватит всегда. Денег армии хватит всегда. Ну, то есть, с точки зрения западных партнеров, украинская армия ведет войну с Россией за Запад. Ну, допустим, председатель НАТО это не скрывает. Боррель это не скрывает и так далее, и так далее. Ну, то есть это в открытую говорит. Это не наша конспирология, не дай бог, не русская пропаганда. Это, ну, западная, в открытую, ну, на вопрос, почему мы должны помогать Украине, потому что Украина борется за наши ценности, борется за нашу повестку, борется с тем, кто бросил вызов коллективному Западу. А теперь давайте посмотрим с точки зрения, я даже не говорю политик, я даже не говорю правящего класса, я говорю простого американца или простого испанца. Вот есть какой-то злобный вурдалак Путин, который пробует поломать всю нашу жизнь. Он бросил нас в вызов и хочет прийти до Ла-Манша, а вообще до Лиссабона, завоевать нас, проклятая Чингисхановская орда. И есть два варианта. Нам пойти на войну, или послать наших сыновей на войну, или и потратить и послать, пойти, разрушить наши города, цветущую Барселону, там, Париж или еще что-нибудь в результате войны, обороны и так далее. И потратить на это, там, я не знаю, ну, допустим, триллион. Или можно за 1 миллиард нанять украинцев, которые будут как минимум год, 2, 10 сдерживать Путина. И победят его. А после того, как победят, мы разделим Россию, приватизируем ее. Или на худой крайняк, то, что точно будет, мы полностью приватизируем Украину. Никто не говорит о том, ну, то есть мы много раз тут говорили, что будет после победы с Россией. Фронты им будут. А что будет с Украиной?
А вот в Украине я вам скажу, что все школы, больницы, дороги и мосты будут приватизированы теми, кто дает помощь. Вот захочешь проехать, заплатишь деньги. Захочешь пойти в школу больше, чем 4 класс, а может и с первого, будешь платить. Ну это ж нормально. Ну как, ну все ж платят. А хорошее образование может быть только платное. Компьютеристы вам скажут, так у нас и сейчас дети в платное этой самой. Но они, правда, не понимают, что у них этих денег не будет, но они скажут так. Скажут, что мы сейчас в платную больницу ходим, даже бесплатную только быдло ходит, там вообще ж ничему не учат. Ну так их не останется бесплатно. Вот, вот чего будет. Так вот, вернувшись к Западу, они не устанут помогать никогда. Я уже вот писал у себя в телеграм-канале. Просто цифры. То, сколько США тратила в год на войну в Афганистане или Ираке, несопоставимо с тем, что тратится сейчас в Украине. В том смысле, что в Украине тратится на порядок, то есть больше, чем в 10 раз. Ну, то есть на Ирак или на Афганистан тратили больше, чем в 10 раз в год, чем сейчас тратят на Украину. В Ираке, в Афганистане гибли американские ребята. Если вы поедете в любой, в Америку, зайдете в любой гипермаркет Walmart, первое, что вас встретит на входе, это вывеска «Наши герои», где висят погибшие в Афганистане и в Ираке ребята. И их там, ну, блин, ну, то есть, учитывая, что, я так думаю, в Америке, наверное, каких, ну, 4-5 тысяч гипермаркетов, а там, ну, в каждом по с десятку их висит это самое. Ну, может, они где-то перекликаются, ну, их там много. А вы слышали об официальных потерях американцев в Украине? Я не слышал. Ну, то есть какие-то добровольцы погибают, это нормально. Ну, это обычно, это не нормально. Ну, нормальная смерть не может быть. Нормальная смерть это в старости в 85 лет или там лучше в 96. Это самое. Ну, потери добровольцев, они добровольно пошли на войну, они добровольно погибли. Каких-то регулярных частей, ну, вот там уже были сообщения, что тут присутствуют регулярные части в определенных спецзаданиях. Но мы ни разу нигде не слышали, никакой информации не проходило, что британцы, англичане или латыши или американцы погибли. И я не слышал, я не видел, даже в русской конспирологической. Ну там какой-то бред вообще пишут, но ну, он вообще бред. Ну, то есть это сам. А так, ну вот. Так что, к сожалению, надолго. Нет, ну смотрите, надолго, ну, вы, конечно, блестящую фразу сказали, что на войну и правительство деньги найдутся всегда. Это прям золотые слова. А на людей деньги найдутся. Вот сейчас вот очень яркий пример. Я его как бы постоянно привожу. И, ну вот, Каховская ГЭС. Подтопление ужасное. Выплаты от украинского правительства людям пострадавшим. 11 600, кажется, да, тысяч гривен. Причем 5 тысяч это государство Украина, а 6 там, 600 да, это ООН. И это преподносится как большая победа, что вот смогли договориться с ООН и единоразово вот так вот людям помочь и выплатить. Так, на людей деньги будут? Смотрите, я не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы никого не подставить. Давайте сделаем так. Мы порекламируем. Есть такой Портников. К нему можно относиться очень по-разному. Он специфический человек, но я его лично знаю, он очень умный человек. Несмотря на свою ориентацию, что либеральную, что сексуальную, он очень-очень умный человек. И он зачастую говорит очень прямо. Прямо вот, ну, то есть, вот прямо как есть. И он много раз повторил, ну, за последние, еще до войны, и за последние 3 года, он много-много раз повторял одну и ту же фразу. Если вы хотите хорошо жить, вам не место в Украине. Украина это про боль, про страдания, про борьбу за независимость. И это будет надолго, и в конце концов, может быть, мы и проиграем. Не мои слова, цитата Портникова, все вопросы к нему. И и во многом он тут повторил Черчилля, и во многом он очень прав. Никого из сильных украинских, а тем более иностранных, будь то Путин или Байден, никак проблему условного Сидоренко, Петренко,
там Потапенко из южной части Херсонской области не волнует. Ну да, вот дали, это сколько получается? 200 евро, да, это самое. Поставь себе шалаш и живи. Это война. Никого эти проблемы не волнуют. И самое главное, что, может быть, в столице они еще как-то будут волновать. Ну, то есть мы видим это про мобилизацию в России. Давайте мы оставим Украину в покое, так чтобы не это. В России мобилизация в деревнях какого-нибудь Осетии, Дагестана или Башкирии и Бурятии идет повальная. Просто повальная. Всех мужиков, которые могут держать оружие, за задницу и на фронт. А Москву нет, Петербург нет. Ну, очень-очень выборочно. Почему? Ну, потому что если массово в столицу повезут гробы, так как их везут в деревню, то в столице случится Майдан, революция, как мы захотим это назовем. Потому что бабы выйдут и будут защищать своих мужиков. А если этих баб начнет полиция бить или, не дай бог, убивать, вот тогда случится революция. Вот тогда точно случится революция и точно случится руина. Что в Москве, что в любой другой столице. В Лондоне это отлично понимают. Советники отлично это советуют, контролируют. И поэтому мобилизация идет в Бурятии, Осетии и прочих селах подальше от столицы. И то, что там в селах, ну это ж мы проходили в той же самой России. Там так же самое много раз бывало, только еще с худшим результатом. Тут мы можем хотя бы надеяться, что хотя бы этих жалких 11 тысяч, то есть, если кто не понимает, 400 евро, или там $500, да, выплатят людям. А, допустим, в Дагестане, в Осетии это часто кончалось тем, что 80% денег просто воровали. И ничего не выплачивали. Ну, то есть чиновник ложил себе в карман, сообщал в Москву, что все выполнено, и все. И люди, ну, опять-таки, те люди, которые совсем оставались без ничего в Дагестане, они шли в лес и пополняли ряды там, игиловцев или черти кого это сам. Ну, вот примерно так оно работает там. Ну и примерно так оно работает везде. Опять-таки, у нас политика очень сильно латинизировалась. В Колумбии красные партизаны воевали против правительства 60 лет. И в какой-то момент они срослись с картелями. И, ну, сначала воевали с картелями, потом поняли, что надо крышевать картели. И потом там даже было, в конце концов, не совсем понятно, кто кого крышует и кто чем как занимается. Но в любом случае все занимались кокаином, переправляли этот кокаин в Америку. И коммунисты себя успокаивали, что таким образом они борются с супостатом, с проклятыми империалистами, которые пробуют убивать наших христиан. Ну да, Ну, то есть, кокаином, да. идеологически всегда можно найти правильную составляющую, правильное это Да, самое. правильную рамку. Друзья, Да. пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Александра Ланецкого, ссылка будет в описании. Подпишитесь на мой канал, и поставьте лайк этому видео. А, Александр, так а как закончится тогда война? Вот как? Да? Многие сейчас говорят, эксперты, аналитики, что вот некая, ну вот условная заморозка близится, что вот есть там саммит в Вильнюсе, это какая-то там точка, да, вот до этого момента будет некая эскалация, поднятие ставок, вот тут ядерное оружие в Беларуси, это как бы под саммит, то есть играет там сторона одна, играет сторона другая, но в принципе все готовы, ну, образно взять паузу перед некими там будущими битвами. С другой стороны, вы приводите аргументы, которые, ну, с которыми сложно поспорить, что, ну давайте так, по большому счету, Западу эта война обходится недорого. Ну, не так дорого, как другие войны, не так дорого, как, наверное, хотели бы представить где-то в России какие-то аналитики. Не так дорого, как, наверное, кажется нам, украинцам, потому что у нас цена просто как бы зашкаливает, особенно человеческих жизней, разрушенных городов и судеб. Так есть ли смысл в этой паузе? Будет ли какая-то, ну, условная заморозка с каким-то постреливанием на линии боевого соприкосновения и какие-то, ну, переформаты внутри Украины, ну и, понятное дело, внутри Российской Федерации?
Смотрите, кто заинтересован в том, чтобы война остановилась? Заинтересована российская правительство, власть. И вот это потрясание Путиным договора, что вот я еще полтора года, ну, не сколько, не полтора года, ну, 14 месяцев назад еще договорился и был готов все это самое. Вот это первое доказательство, что вот он главный миротворец, лысый и дурной, да. Очень заинтересован Китай. Заинтересованы страны третьего мира, потому что они больше всего страдают от инфляции, от множества этих самых, ну, то есть вот эти африканские страны, там, латиноамериканские страны, сам бедные. Заинтересован определенный слой западноевропейского бизнеса, который представлен на политической арене Макроном. Поэтому Макрон везде ладит, поэтому Макрон просится на встречу с... Ну, то есть Макрон понимает, что результатом войны станет полное раскуркуливание не только русской элиты, но и западноевропейского бизнеса. И оно уже происходит. Но в отличие от абсолютно аморфных и не субъектных властей Германии или Италии, он, как бы его там не называли американской шестеркой, человеком Ротшильдов и прочее, прочее, потому что оно все так и есть. Но за ним стоит очень крупный, системный французский бизнес, который пробует как-то сохраниться. А чтобы ему сохраниться, ему нужны рынки сбыта. И вот он ищет эти рынки сбыта везде. Ну, то есть с Австралии его выкинули, но он пошел в Китай. Он с сырьевой Западной Африки его выкидывают русские, но он пробует идти ниже, там, в Конго, в ЮАР, в Анголу и далее везде. Ну, то есть вот эти вот пласты, повторюсь, русская элита, китайцы, западноевропейцы, часть бизнеса, крупного бизнеса, заинтересованы в паузе, по крайней мере, и украинский народ. Никто не субъект. Во всяком случае, в этом данном конфликте. И, ну, опять-таки, Россия пробует нагнетать, ну, то есть, вот, ну, там, ввод, ввод, да, атомных войск, сейчас, извините, вот, вот размещение атомного оружия в Беларуси стратегически не имеет никакого смысла. Ну, то есть, вот размещение атомного оружия на Кубе имело огромное военно-стратегическое значение, военно-политическое, политико-стратегическое, как хотите назовите. Ну, то есть, когда у вас с Кубы подлет до Майами, там, 10 секунд, а подлет до Нью-Йорка, там, 20 минут или 10 минут, это совсем другое, что, ну, то есть, а размещение российского оружия в Минске, оно, или там, неважно, даже в Бресте, оно никак не меняет военно-политическую обстановку в борьбе что с Великобританией, что с США, что даже с Парижем. Никак. Ну, то есть оно не имеет никакого значения, кроме одного, что можно пробовать это использовать как шантаж. Вот смотрите, мы здесь разместили оружие, давайте мы о чем-то там договоримся и выведем его обратно. А то иначе оно, понимаете, мы можем... Ну, то есть размещение оружия, ну, в Великобритании, американского оружия в Великобритании в 50-х годах закончилось тем, передачей атомного оружия, ну, военных технологий атомного оружия в Великобритании. Великобритания стала атомной державой. А вы же понимаете, Лукашенко, он же непредсказуемый, он же там черти что, то ли коммунист, то ли националист, то ли вообще сумасшедший. А вы подумайте, вот он... Батька с атомной бомбой, это же все хана вам американцы тогда. Вот примерно ради этого делается это размещение. И да, сейчас но ну, оно может напугать Польшу, оно может напугать Литву. Но, к сожалению, или к счастью, Литва вряд ли как-то повлияет на Зеленского и еще на кого-то, что типа давай откажись от Донбасса, от Крыма, там сдайся или давай хотя бы, ну то есть смотрите,
Если подписать перемирие сейчас, то с точки зрения Запада, да и Украины, оно не решит ничего. Ну, то есть, в таком случае, ну, то есть, конечно, можно пойти по финскому сценарию. Финляндия проиграла 2 войны. Ну, то есть Финляндия проиграла войну. Вот тут в комментариях был спор, выиграла или проиграла Финляндия. С одной стороны, проиграла и войну 1939-1940 года. Она потеряла второй по величине город Выборг. Она потеряла там что-то, ну, во всяком случае, потеряла территорию, на которой жило до 25% населения. Это население практически все ушло вглубь Финляндии. И второй раз Финляндия проиграла в 1944 году. Ну, то есть Финляндия выступала в коалиции с Германией против Советского Союза, при этом не воюя с Великобританией и Францией, ну, не объявляя и США, не объявляя войну. И это самое. И в 1944 году Финляндия сумела выйти, самой первой из союзников Германии, выйти из войны и сохранить свою независимость. Кто бы как ни смотрел на так называемую финляндизацию и так далее, Финляндия сумела сохранить субъектность. Финляндия сумела сохранить свой западный капиталистический либеральный строй. Финляндия сумела сохранить нейтралитет. И, конечно, Советский Союз определенное влияние на Финляндию имел, но в целом Финляндия была абсолютно независимым государством. И ее независимость никак не сравнишь ни с Польшей, ни с Югославией даже, а тем более не сравнишь с Литвой или Латвией, которые были инкорпорированы в Советский Союз. То тот договор, которым машет Путин, это договор о финляндизации. То есть вот тогда, в марте месяце прошлого года, действительно Зеленский мог выйти и спокойно сказать: да, русские у нас отжали там часть Запорожья, часть Херсона, там часть... Но мы отстояли свою независимость. Они думали, что за 3 дня захватят Киев, а фиг вам, ничего у них не получилось. И вот такие вот мы молодцы. И да, мы не идем в НАТО, но за это как бы мы отстояли свою независимость. Сейчас, по прошествию года, по прошествию там, ну, не будем отсвучивать конспирологические 200, 300 или даже 100 тысяч погибших, ну, десятки тысяч погибших ребят, все это может вызвать некоторые потрясения внутри страны, с одной стороны. А с другой стороны, остановка этого конфликта в той ситуации, как есть сейчас, она никак не решает проблемы. Ну, то есть, смотрите, когда Финляндия в 1940 году пошла на переговоры и на подписание договора со Сталином, то есть Финляндия фактически была разгромлена, был открыт путь на Хельсинки, ну то есть советская Красная Армия взломала линию, оборонительную линию финнов, и да, финны оборонялись ну, чуть меньше, чем полгода, но всю зиму оборонялись, и значительно, там, 5 месяцев, и значительно дольше, чем думал Советский Союз, который за 2 недели должен был решить эту всю проблему, а не решил. С другой стороны, было определенные, ну, то есть были определенные потуги оказания помощи Финляндии со стороны Швеции, а самое главное, со стороны Великобритании и Франции. И существовал проект там, бомбардировок, английских бомбардировок Баку, там, Баку, Мурманска и так далее, объявление войны Советскому Союзу как союзнику Гитлера. Но немецкое наступление на Данию, Норвегию, Францию развернуло, ну то есть англичанам, а тем более французам, стало не до Советского Союза. И в Финляндии это очень четко понимали, что что помощь, одно дело тебе обещанная помощь, другое дело полученная помощь. Что, кстати, было очень хорошо видно по Польше, которой тоже пообещали помощь, у которой даже был договор о помощи, и который в сентябре 1939 года фактически ни Франция, ни Великобритания, союзнички, не пришли на помощь.
А сейчас в своих учебниках учат и рассказывают: не, ну как мы могли оказать помощь полякам, если они всего-то там месяц сопротивлялись, 3 недели, месяц это самое. Да, мы пока собрались, у нас полгода ушло. Ну, вот такая помощь, вот такие союзники. Финляндия это тогда очень четко поняла. Сейчас Украина прошла уже этот путь 1 месяца, 3 недель и так далее, и так далее. Украина получает помощь Запада во всех отношениях, от оружия до советников, и даже больше. И там будут решаться, когда это все закончится. Это очень сильно напоминает Ирано-Иракскую войну, которая началась внезапно нападением Саддама Хусейна на Иран. И потом Саддам Хусейн 4 раза предлагал, на различных условиях предлагал перемирие, мир и даже выплату компенсации в 50 миллиардов. А все закончилось через 8 лет, когда сменилась администрация. Ну, не сменилась администрация, но стало ясно, что Рейган уходит, и будет другая администрация. Другая администрация был Буш, который был у Рейгана вице-президентом и фактически, ну, не первым, но и не вторым, Буш-старший. Ну, то есть, насколько Буш-младший был слабым президентом, настолько Буш-старший был сильным президентом. То есть, он был сильным вице-президентом, а до этого был 4 года руководителем ЦРУ. Ну, то есть, это очень-очень сильная фигура. И вот когда стало понятно, что они меняются, тогда и война внезапно закончилась. Как внезапно началась, так внезапно и закончилась. Долго. Ну, Долго. будем надеяться, что все может очень внезапно закончиться. Но пока как бы конца и краю не видно. Александр, спасибо вам большое за то, что уделили время и поделились своими мыслями. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Увидимся обязательно в следующий раз. До скорого.